Друзья, приветствую всех, кто присутствует и всех, кто будет смотреть записи. На дворе 30 августа 2022 года, канун 1 сентября, и у нас в клубе по безопасности Android, по продвинутому использованию Android, так же, как и у школьников, пробный день, а именно нулевой урок. Ам, э, Действительно, по смыслу здесь это подходит, потому что сегодняшнее занятие, нулевое занятие, будет как раз посвящено подготовке. Вот на слайде вы видите 6 пунктов, которые нам предстоит сегодня рассмотреть, и они являются лишь базой, платформой для дальнейших действий по различным сценариям обеспечения безопасности наших данных от копирования, от кражи разнообразными вредоносными программами в автоматическом режиме. Вы знаете, об этом мы говорили, в том числе и майнинг, так называемый майнинг данных при помощи производителя компании Google. Об этом писалось в канале dgoogle подчеркивание ру. Если нужно, освежите это в памяти. Ну и основная мысль, которую мы здесь будем развивать, это избавление по максимуму от различного проприетарного, ну, то бишь закрытого ПО. То есть закрытое ПО – это когда исходный код у нас скрыт, да, и скрытие исходного кода означает то, что производитель по каким-то причинам хочет это скрывать, и в сфере информационной безопасности такая модель помечается как не вызывающая доверия, поэтому мы по умолчанию не доверяем проприетарному ПО, хотя мы будем его использовать, то есть у нас будут методики, как все-таки ужиться с приложениями, от которых нельзя отказаться, но для этого мы их поместим в специальные помещения, так сказать, и будем за ними смотреть, мониторить, и никаких действий мы им разрешать не будем сверх того, что позволено. Значит, сегодня мы будем строить как раз безопасную среду, точнее базу, фундамент. Изначально, да, я вот все буду показывать на своем устройстве OnePlus 6T, одно из моих рабочих устройств. Э, у вас могут быть разные варианты, и здесь я хотел бы на этом занятии просто донести методологию для того, чтобы вне зависимости от того, какой у вас телефон, хотя зависимости есть, не все телефоны подойдут в таких при таком продвинутом использовании. Поэтому я дам свои рекомендации, ну, в частности, вот, да, и уже, наверное, понятно, что я приверженец OnePlus устройств, поскольку они являются наиболее, ну, так скажем, удобными с точки зрения инженерной точки зрения, ну, то есть с ними удобно работать, плюс они довольно быстродейственны. Хотя, например, последние модели от Xiaomi, вот Poco X3 Pro, например, очень неплохие аппараты, да, хиты продаж прошлого года, тоже вполне себе подходят здесь, и под них много софта написано уже специализированного. Так вот, значит, мы будем заниматься методологией. То есть мы пройдем все пункты в том порядке, в котором они указаны, поймем, для чего нам нужно, например, разблокировать загрузчик или ставить среду восстановления recovery, и зачем получать права суперпользователя. То есть все это мы разберем с практикой. То есть я буду показывать сразу на практике после того, как мы будем двигаться вот по частям, потому что теории достаточно много, но она не такая сложная, она достаточно простая, всего лишь нужно выполнить, ну, соблюдать некоторые правила и знать некоторые особенности, которые вот нам помогут на первых порах. Именно для этого вот такой сегодня пробный день я и организовал. Итак, значит, начнем мы с такого обзора с высоты птичьего полета архитектуры Android. На заднем плане вы видите, у меня открыт браузер, откуда я, собственно, черпаю основную информацию. Первоисточник – это документация по Android, sourceandroid.com /docs, ну, то есть документация – это отправная точка, если вы хотите, ну, или кто-либо хочет пойти вот в первоисточник. Это всегда англоязычная документация. Но я, поскольку это мой профессиональный навык, чтение англоязычной технической документации, ее переработка, вот, собственно, я вам в упрощенном виде все это и представлю. Конечно же, архитектура здесь в очень упрощенном виде. Мы посмотрим, какие разделы вообще есть, для чего они, что такое АБ-устройство, которые доминируют сейчас среди пользователей. Ну, они примерно с 2016 года начали выпускаться. Итак, далее мы приступим уже к практике, подготовим программное обеспечение и выставим
ну, подготовим и скачаем, зарегистрируемся на форуме, то есть выполним подготовительную работу. Затем важная вещь, первым делом, когда мы начинаем что-то менять, нам необходимо разблокировать загрузчик, и этому будет посвящена отдельная глава и операция. При этом все данные со смартфона при разблокировке загрузчика, а также его последующие, например, блокировки будут удалены. Но загрузчик мы разблокируем один раз, блокировать мы его больше не будем. Почему? Потому что мы еще будем менять в структуре нашего смартфона две вещи. Это мы будем ставить, точнее, три вещи. Мы будем ставить другую среду восстановления альтернативную, другой образ системы с открытым исходным кодом, в частности Lineage OS, и затем в финале вишенка на торте мы получим права суперпользователя, которые, собственно, являются нашей конечной целью вот всей этой подготовительной работы. Так что давайте начнем. Так, обзор архитектуры. Этот слайд взят из документации Android. Их несколько вариантов этих картинок, но я буквально поясню. Значит, самый нижний уровень, вот что здесь показан, Linux kernel, это уровень оборудования аппаратного. Ну, собственно, понятно, там есть у нас микрофон, камера, Wi-Fi передатчик, модуль питания, зарядки и разнообразные драйвера работы, низкоуровневые драйвера работы с этим оборудованием в составе Linux ядра. То есть Android это у нас устройство под управлением ядра Linux. То есть это Linux-подобная операционная система. Далее, значит, идет так называемый уровень аппаратных абстракций, когда вот эти низкоуровневые драйвера в системе представлены уже как некие абстрактные устройства. Неважно, как они работают, приложения и библиотеки. То есть это стандартная иерархичная структура укрупнение компонент по мере вот движения вверх. То есть на самом верхнем уровне у нас работают приложения, с которыми взаимодействуем мы как пользователи, да, конечная цель. А все это ниже, это слоеный пирог вот из уровня аппаратных абстракций, да, у нас получается аудиоустройство, Bluetooth, камера абстрактная, да, которые работают под управлением низкоуровневых драйверов. Далее, для работы, собственно, с этими устройствами написаны библиотеки, потому что задачи работы с устройствами, они типовые: включить аудио, выключить аудио, да, найти соседние устройства, сделать снимок и так далее. Все это упаковано в библиотеке, так называемые менеджеры. Все это набор некоторых менеджеров, эм, которые управляют той или иной функцией. А это вынесено затем еще более высокий уровень. Вот видите, в итоге приложение у нас взаимодействует с разнообразными менеджерами. И также есть вот компонента под названием System View, которую мы тоже будем менять у себя. Из штатной версии мы будем ставить альтернативную с открытым исходным кодом, то есть которая не выполняет никаких функций, которые непрозрачны. Вот. Ну и на верхнем уровне это привычные нам приложения, смс, звонилки разнообразные, да, почта, в общем, все то, к чему мы привыкли, и плюс тысячи других приложений. Окей, так, с этим вроде бы должно быть понятно. Еще важный момент. Это ввиду того, что разработка происходит циклически, каждый год компания Google, которая является спонсором проекта, главным и держателем и инициатором проекта Android, она выпускает каждый год ну, примерно годовой цикл выпуска версии операционной системы. Было исключение, вот 12L, так называемая, но тоже внутри одной и той же версии, была весной этого года. И вот на подходе, точнее уже сейчас выпущена 13-я версия Android, которая постепенно адаптируется производителями. Ну, вот. Но мы сейчас будем работать с 12-м Android, поскольку 12-й Android пока еще является вот краем реальности для наших целей. И в каждой версии Android соответствует ну, свой уровень, так скажем, или своя версия внутреннего программного интерфейса, с которыми взаимодействует приложение. То есть приложение, по сути, использует функционал платформы, который постоянно расширяется, меняется. И приложения должны понимать этот язык. Язык этот должен быть, естественно, обратно совместимый, то есть происходит все время расширение, то есть функции добавляются, они не убираются, они только добавляются, поэтому каждая следующая версия, она понимает все предыдущие, да, так сказать. Вот, поэтому приложения, с которыми мы работаем, они могут соответствовать, например, уровню, написанные для API Level 30, 30 уровня, для Android 11 или для там, 29.
или для 32-го. Здесь это свойство каждого конкретного приложения. То есть использует ли оно возможности, какого уровня возможностей использует приложение. То есть это уровень API. Есть еще такое понятие SDK, это то же самое. SDK, NDK, Native Development Kit, это все сокращения, относящиеся вот к уровню, к версии программного интерфейса. Ну, соответственно, вот 13 Android у нас уже приложения, которые работают на 13 Android, которые используют нововведение 13 Android, они должны использовать API Level 33. Об этом мы еще будем говорить много, пока сейчас просто, чтобы вы это понимали и знали. То есть это взаимно однозначные соответствия. Да, некоторые, есть еще ряд соображений безопасности, в частности, вот компания Google ограничила использование приложений, которые написаны с использованием API уровня меньше, чем 29, то есть для версии менее 10 андроида, то есть это требование Google, то есть приложение из Google Play, ну и вообще будет удалено, да, то есть оно не сможет быть размещено, если у него уровень API менее чем 29. То есть это требование переписать на соответствующий не менее чем 29. То есть это тоже важный момент, просто тоже отметьте для себя где-то в сознании, выделите участок для сохранения этой информации. К этому мы еще вернемся. Вот, потому что это связано с безопасностью напрямую и с мерами безопасности, которые предпринимает Google. Ну, по сути, идет закручивание гаек с каждой новой версией, вот с точки зрения безопасности, то есть становится сложнее что-то сделать, ну, как во вредоносном смысле, да, то есть ограничиваются возможности злоумышленников, да, и плюс ограничиваются возможности, ну, так скажем, добропорядочных тоже граждан внести там изменения или защитить свою безопасность там при помощи тех или иных средств. Окей. Еще то, что важно, это одно из понятий основных, с которыми мы будем работать далее, это бесшовное обновление или seamless updates, или по-другому маркетинговый термин как раз вот бесшовное обновление, а инженерный термин для обозначения того же самого это АБ-устройство, то есть это АБ-архитектура. Про нее также есть ссылки в документации подробные, то есть очень подробно, но нас здесь интересует только то, что примерно с декабря 2016 года с выходом Android 7.1 под кодовым названием Nougat были внедрены, был внедрен механизм этих бесшовных обновлений, то есть устройства сейчас имеют, ну, все выпущенные вот с 2017 года, они все имеют двухслотную архитектуру. И для чего это сделано? Для того, чтобы, когда приходят обновления, поскольку у нас есть второй слот, неактивный, смартфон загружается все время с одного активного слота, второй находится в простой, и вот как раз на второй неактивный слот происходит установка нового ПО, то есть установка обновления, после чего, после перезагрузки, этот слот становится активным. Да? И предыдущий слот, на котором мы были загружены ранее до перезагрузки, он теперь становится неактивным. И нужно повторить эту операцию еще раз, чтобы у нас была, так скажем, синхронизация между слотами, чтобы и там у нас была одинаковая версия программного обеспечения. То есть это сделано для того, чтобы ну, вообще во время обновления ПО ну, то есть использовать телефон. То есть для однослотовых устройств, я вам потом в конце покажу, как раз таки вот однослотовые устройства очень хорошо использовать для экономии времени вот в такой лаборатории, как наша, для наших целей. То есть когда вы будете тренироваться, есть такой телефон OnePlus 5, это был последний из OnePlus, который имел однослотную архитектуру. И вот если вам удастся его достать, купить на вторичном рынке, естественно, с рук в приличном состоянии, то считайте, вам сильно повезло, потому что существенно ускоряется время операций, потому что, например, для обновления АБ вам нужно все операции делать два раза. Да, обновлять два слота. Вот. Ну и перед тем, как начнем уже переходить к практике, еще один важный момент. Значит, для АБ устройств нововведение, которое было внедрено, это все разделы, которые мы будем использовать в своей практике, в сегодняшнем занятии, они объединены под эгидой раздела boot. То есть сам раздел boot – это первый раздел, который загружается при старте смартфона, и оттуда уже передается управление либо в так называемую среду восстановления, recovery, о ней мы еще поговорим чуть позже,
Далее, если загрузка нормальная, то есть штатная загрузка системы, тогда после значит, раздела Boot загружается у нас операционная система из раздела System. Также софт, который относится к драйверам, к конкретному аппарату, и который поставляется производителем устройства, в частности, ну, вот для OnePlus устройства, да, вендор OnePlus должен поставить драйвера для интеграции вот в операционную систему Android, и как раз вот эти части, также софт от радиомодулей, он размещается в отдельных имиджах, и, в общем-то, мы просто знаем об их существовании, это неизменяемые разделы. Э, И последний раздел здесь, который мы видим, это User Data, то есть это раздел, который непосредственно содержит пользовательские данные. То есть все наши приложения, все наши настройки этих приложений, медиа, то есть картинки, видео, все хранится на разделе User Data. Так вот, значит, для АБ устройств некоторые разделы дублируются. В частности, дублируется раздел Boot, раздел System, раздел Vendor, Recovery и радио. В то время как вы видите, что user data заизолирован. Это действительно так, поскольку раздел у нас загрузочный и А, и Б, а данные пользовательские у нас одни. То есть это такой двуглавый орел, по сути, да? А, у которого одна голова в данный момент времени, в каждый конкретный момент времени, только одна голова активна. Это раздел А, либо раздел Б. И, соответственно, пользовательские данные цепляются уже к активному разделу. И в именовании этих устройств мы будем использовать суффикс подчеркивания А или подчеркивание Б, для того, чтобы указать на тот или иной раздел. Это тоже важно перед началом. Так, идем дальше. Теперь мы должны поставить наше рабочее окружение и скачать разнообразное программное обеспечение, которое нам потребуется в процессе, в дальнейшем процессе. Значит, первым делом, что мы делаем для того, чтобы найти все необходимые инструменты и конкретные драйвера для нашего смартфона, которые мы приобрели или которые у нас есть, необходимо зайти и зарегистрироваться на форум 4pda.to. Это известный форум. Если вы находитесь в России, то он будет недоступен. Через обычный интернет нужен VPN. Соответственно, каким-то образом нужно вам на него попасть. Здесь после регистрации необходимо найти свое устройство. Вот видите, здесь Android устройство, и вот здесь списочек производителей большой. Ну, вот я на примере своего OnePlus как бы делал, да, зашел сюда, и вот вижу, вот он OnePlus 6T, мое устройство, обсуждение. Далее, в разделе официальные прошивки, неофициальные прошивки, здесь как раз есть все то, что нам необходимо. Ну, вот давайте нажмем официальные прошивки, поскольку здесь у нас будут и драйверы. Видите, здесь у нас необходимое ПО для прошивки. Удобно, модератор раздела сделал все, но у нас тоже есть своя собственная информация по этому поводу. И плюс ко всему, я вернусь к слайду, нам нужно три вещи. Значит, нам нужен платформ Tools, так называемый. Это реализация взаимодействия персонального компьютера и смартфона. То есть для конкретной платформы нам нужна сборка вот этого пакета. То есть Platform Tools это то, что поставляется самим Google. Это периодически обновляемый список инструментов вот для разработки, и в том числе для отладки. Нам как раз нужна отладочная часть, разрабатывать мы не будем, мы будем пользоваться уже разработанным. Потом еще для смартфона необходим зачастую драйвер взаимодействия по USB в зависимости от модели и производителя процессора. Здесь могут быть варианты, и тоже вот видите, вот для моего конкретного устройства здесь вот он USB драйвер, то есть если я нажму, да, я могу его там скачать здесь. Ну и в общем все достаточно тривиально. Все это мы скачиваем. Драйвер, Platform Tools. Здесь в презентации будут ссылки живые на последнюю версию всегда будет скачиваться.
Также еще по-хорошему в идеале требуется инструмент на всякий случай для раскирпичивания и возврата к заводскому состоянию. Это семейство ПО, в основном инженерного, называется так называемый Unbrick Tool, устройство ПО раскирпичивания, и у каждого производителя есть свое собственное приложение. Вот OnePlus здесь не исключение, видите, здесь тоже есть ссылка на тулзу для раскирпичивания. Ну вот для OnePlus, для тех, кто будет использовать OnePlus, я подскажу, вот есть так называемый сайт onepluscommunityserver.com, где как раз-таки вот эти утилиты раскирпичивания можно скачать. Вот видите, я пошел прямо отсюда, нашел свое устройство, взял последнюю версию Android, Q, это 10-я, ну вот, соответственно, 10.3.8 это то, что я скачал и буду использовать для возврата телефона к заводскому состоянию. Хотя, если по каким-то причинам вы не найдете такую тулзу для своего девайса, то ничего страшного, можно обойтись и сбросом в обычное фабричное заводское состояние. В любом случае, скорее всего, там у вас будет заблокирован загрузчик, и вам потребуется выполнить все те же операции. Но для надежности, то есть вот как это делают по-инженерному, а, вот такая тулза должна быть тоже в вашем арсенале. Ну, опять же, если ваш телефон, для вашего телефона она есть. Также ее искать вот на том же форуме в разделе конкретного вендора. Так, все это мы скачали в определенную папочку. Теперь на смартфоне, опять же, после заводского сброса или после пропуска устройства через раскирпичивание, как это будем делать мы, буду делать я здесь в примере. А, Значит, можно обновить ПО стандартным способом, то есть так, как это предусмотрено штатной прошивкой в разделе обновления. И штатное ПО нам потребуется только для перехода к образу операционной системы кастомизированной. Мы будем ставить Lineage, но на Lineage мы будем переходить с последней версии штатного программного обеспечения. Поэтому наша задача скачать последнюю версию, либо обновить его штатным способом. Я рекомендую все-таки скачать образ, потому что, ну, все-таки раз мы уже инженерным путем идем, то а, рекомендуется скачать так называемый OTA, образ, и забросить его на телефон стандартным способом, подключением его к USB, где он видится в системе как флешка, и прямо на корневой раздел положить этот имидж и запустить локальное обновление. Опять же, если это поддерживается на телефоне. Но не беда, если значит, штатным способом не получается, мы всегда можем это сделать и способом инженерным, в том числе из среды восстановления, что мы и увидим в итоге. Так, значит, я все подготовил. Вот здесь у меня, смотрите, да, вот в частности, как это выглядит у меня. Да, перед тем, как мы перейдем к разблокировке загрузчика, я продемонстрирую вот это обнуление. Значит, что я здесь скачал? Я здесь скачал как раз-таки вот ПО для раскирпичивания. Оно у меня называется 10.3.8 MSM. Вот, собственно, оно тут у меня уже запущено. Да. Далее я скачал новую операционную систему, она нам потребуется дальше, это я поясню. И вот еще здесь есть у меня последний из поддерживаемых производителей. Вот OnePlus 6T закончил поддержку официальную на версии 11.1.2.2, насколько я помню. Вот этот образ соответствует этой нумерации. То есть 12 Android уже и далее недоступны. То есть производитель завершил поддержку, соответственно, никаких нет ни патчей безопасности, ничего. Собственно, мы остались с телефоном наедине, и в том числе как раз вот это один из способов продлить его жизнь. Значит, еще у меня есть здесь Platform Tools, который я тоже скачал, распаковал. Ну и USB-драйвер. Все остальное я поясню по ходу дела. Просто я уже подготовил все эти файлы. И также я рекомендую э, приобрести и иметь флешку с переходником на USB, ну, поскольку сейчас у нас превалирует USB Type-C, то просто возьмите свою обычную флешку, да, вот такого плана. Я покажу. Ну, от 16 гигабайт будет комфортно работать. И вот такой переходничок USB OTG. Да? То есть вот они друг друга вставляются на оборотной стороне. Значит, это USB Type-C, а здесь банальный адаптер. Да? То есть они подсоединяются друг к другу и
вставляется смартфон, и флешка автоматически будет распознаваться как носитель. Все наши файлы будут там, и очень удобно работать, ну, то есть без компьютера. Первым делом мы будем привязаны к компьютеру. Вот сейчас в данном случае шнурок. Видите, у меня вот этот шнурочек, он подсоединен к персоналке, к моему ноутбуку, к USB. Мы выполним несколько операций, затем отсоединимся от ноута и будем использовать исключительно смартфон вместе с флешкой. То есть наша задача как можно быстрее отвязаться вот от родителя, так сказать. Окей. Значит, я запустил утилиту. Предположим, телефон. Ну, это, кстати, дегуглифицированный смартфон. Здесь стоит операционная система DVS-OS. Ну, в частности, предположим, мы будем считать, что этот телефон попал нам со вторичного рынка, то есть мы ничего не знаем о его предыдущем владельце, и мы хотим просто вернуть его в заводское состояние вот с такой утилитой. Значит, для устройства OnePlus его нужно ввести в особый режим для того, чтобы использовать эту утилиту. Режим называется EDL, Emergency Download Mode. У других производителей похожие механизмы с другими названиями, то есть каждый производитель придумывает режимы свое собственное название, в частности, вот для OnePlus это EDL. Можно в этот режим войти несколькими способами. Можно при помощи кнопок, выключив смартфон, удерживая громкость, клавиши громкости плюс и минус одновременно. Да, это такая нетривиальная задачка. Одновременно нужно удерживать и плюс, и минус громкости, и только потом подключить кабель к выключенному, повторюсь, телефону, удерживая эти две клавиши громкости. И тогда телефон перейдет в режим EDL. Но поскольку у меня здесь уже есть возможности другие, я это сделаю ну, кстати, вот мы будем телефон приводить вот примерно к такому состоянию. То есть здесь стоит открытая операционная система, телефон рутирован, то есть установлен Magisk, так называемый, о котором мы поговорим. Далее, это финальная наша часть будет. И здесь вот есть у нас магазин доступа к известному Google Play, да, Google Play магазину, только клиент у нас не Google, а сторонний с открытым исходным кодом, и альтернативные магазины, откуда, ну, в частности, вот Neo Store, основной, который мы будем использовать, это такой фронтенд к основному репозиторию F-Droid, то есть это репозиторий огромный, альтернативный Google Play с открытым исходным кодом. То есть мы будем брать приложения как проприетарные из Google Play через Аврору, да, ну, поскольку без них нам не обойтись, в частности, банковские приложения, и там, где это возможно и нужно, будем заменять функционал приложениями с открытым исходным кодом. Окей. Значит, сейчас мы переходим в режим EDL. Да, кстати, в режим восстановления можно перейти еще и при помощи утилиты Tool All-in-One. Также она поддерживает ряд OnePlus устройств, Xiaomi. То есть все равно ограниченный список, тем не менее. Здесь можно посмотреть, для каких устройств она поддерживается. И да, ну вот здесь достаточно широкий спектр Xiaomi. Да, разблокировка бутлодера. Ее можно сделать вот как раз для OnePlus устройств, в основном, да, видите, там почти полная поддержка. И также через нее удобно входить в режим EDL, то есть вот здесь вот отмечено отдельно. Так, ну я вот сейчас запущу. Давайте мы это сделаем все-таки. Да, значит, в самой программе я должен нажать старт, и теперь она ожидает устройство, пока оно зайдет в режим EDL, вот что я, собственно, и делаю. И сейчас автоматически должна начаться прошивка в этом режиме. Да, вот она пошла, и она будет продолжаться где-то в течение 5 минут. Мы пока рассмотрим вопросы разблокировки загрузчика. Ну, в фоновом режиме будем посматривать то, что там будет происходить. То есть сам телефон находится, повторюсь, в выключенном состоянии, экран у него не работает. Значит, после того, как телефон вернется у нас к заводскому состоянию, загрузчик у него будет заблокирован. То есть, по сути, мы эту утилиту можем использовать для возврата к гарантийному состоянию. Обычно производители требуют, чтобы загрузчик был заблокирован, такое формальное требование, оно может стать и фактическим.
ну, в некоторых случаях, поэтому это тоже может быть полезно. И первым делом мы разблокируем загрузчик, потому что невозможно сделать никаких изменений. Это защита от изменений, встроенная производителем Google. То есть это защита Android, механизм так называемый AVB, Android Verified Boot. То есть есть некая контрольная сумма фабричного образа, которая должна сойтись, если мы что-то меняем в прошивке, то есть ставим другую или ставим альтернативную среду восстановления recovery, которая сейчас является тоже частью образа. И уж тем более, если мы хотим получить права суперпользователя, который тоже меняет длину раздела и контрольную сумму, соответственно, все это невозможно сделать без разблокированного загрузчика. То есть это абсолютно необходимое действие. Ну, важно понимать, что при этом все пользовательские данные при разблокировке загрузчика будут удалены, так же, как и при блокировке снова. То есть любое изменение состояния загрузчика приводит к стиранию, ну, то есть к обнулению, к форматированию пользовательских данных. Окей, значит, чтобы разблокировать загрузчик, нам необходимо наладить связь между персональным компьютером или ноутбуком и телефоном. Значит, мы должны поставить драйвер USB, который у меня уже установлен. То есть я показал, как это делается. И, собственно, дальше нам необходимо зайти в папку Platform Tools. Там лежат инструменты, которые нам понадобятся. В частности, нам понадобится только два инструмента из этого списка. Это утилита ADB и утилита FastBoot. Все остальное нам не нужно. Это для инженерных целей. Значит, из этого каталога мы будем выполнять команды. Вот нам только необходимо сейчас подождать, пока завершится процесс обнуления телефона. Окей, значит, Platform Tools – это архив, это не программа, то есть архив просто распаковывается в папку, в любую папку на ваше усмотрение, на рабочий стол или куда-либо еще. И здесь мы выполняем команду ADB Devices. В данный момент список устройств пустой, потому что у нас телефон хоть и подключен кабелем, но он еще не функционален. Окей. Так, ну тем временем, посмотрите, вот завершилась отработка утилиты MSM, ее можно останавливать, загорелось все зеленым. И телефон ушел в первую свою загрузку после установки фабричного образа. Напомню, что здесь мы сейчас будем иметь 10 Android. То есть, представляете, у нас 10 Android появится, мы его обновим до последней версии, предоставленной производителем, до 11 версии, в частности 11.1.2.2, это для конкретной модели. И затем мы будем переходить на 12-ю версию, на последнюю версию Lineage OS 12.1. Самая свежая сборка, еженедельно эти имиджи обновляются. Еженедельно можно обновлять свою операционную систему и, так скажем, следить за ее состоянием. Да, вот первая загрузка. Естественно, сейчас мы увидим приветственные экраны. Да, первый запуск всегда будет более долгий. Я специально не ставлю паузу, чтобы все было видно наглядно. Значит, сейчас мы после прохождения экранов приветственных доберемся до настроек. Там мы должны будем включить режим разработчика. Затем, после включения режима разработчика, зайти в соответствующий новый появившийся пункт меню и там активировать пункт заводская разблокировка, то есть программная разблокировка, и там же разрешить отладку по USB. И именно тогда у нас вот этот список устройств, который сейчас пустой, перестанет быть пустым, и там появится наш девайс. После чего, ну, либо уже, если смартфон подключен, либо его подключить к ноутбуку, и выдастся автоматически запрос на разрешение цифрового отпечатка, который нам необходимо подтвердить. Ну вот, наконец мы дождались. Давайте мы поставим русский язык, быстро прокликаем. Значит, наша задача здесь ничего, все пропускаем, потому что в любом случае у нас телефон будет затерт.
Ведь мы же собираемся разблокировать загрузчик, а следовательно, пользовательские данные все будут удалены. Ну, здесь вообще не важно. По идее, здесь все это надо отключать, да, но у нас это все равно все ненадолго. Блокировку мы не ставим, да, и жесты навигации нам не надо. И вот, значит, состояние, начальное состояние устройства. Ищем настройки о телефоне. И вот 7 раз по номеру сборки. Да, тут показывается, вы стали разработчиком, появился пункт меню в разделе «Система». Да, вот он, для разработчиков. Значит, заходим сюда, и пункт, который нам нужен, вот заводская разблокировка, подтверждаем. И отладка по USB. То есть тоже подтверждаем. Автоматически выскакивает запрос на разрешение цифрового отпечатка. Можем поставить так. Хорошо. Ну, вот, кстати, если вот отозвать доступ, я вам сейчас покажу. Значит, я отключил и включил заново. Вот смотрите, если мы отпечаток не подтверждаем, видите, значит, вот ADB Devices теперь выдает серийный номер устройства и состояние unauthorized, то есть не авторизован. Как только мы нажмем разрешить, то же самое. Да. Вот теперь устройство доступно для управления. Это конечная цель вот всех наших операций установки драйвера. Значит, сейчас мы должны разблокировать загрузчик специальным образом, выполнив команду. Да, давайте мы переключимся здесь. Да, еще один важный момент перед тем, как начать. Еще раз повторюсь, что вне зависимости от того, обнуляли мы телефон или он достался нам как есть, если вам нужны данные пользовательские с него, обязательно нужно сделать резервную копию. Это можно сделать простым перебрасыванием файлов, медиафайлов необходимых, либо софтом. Так. В любом случае, резервное копирование – это то, что необходимо сделать, если вам оттуда нужны какие-то данные. Значит, теперь переходим в другой режим, режим bootloader, режим загрузчика. Значит, команда, которая основная для этого дела у нас, это ADB bootloader, поскольку мы уже подключены к персональному компьютеру, то имеет смысл использовать ее. Либо, если Э, если использовать только смартфон, то для каждого смартфона свои особые комбинации. Ну, вот в моем это все три кнопки. В OnePlus 6T нужно удерживать все три кнопки на выключенном смартфоне, чтобы попасть в режим Fastboot. Так, либо использовать вот упомянутую утилиту Tool All-in-One. Оттуда тоже можно перегрузиться в bootloader через отдельный пункт меню. Да, опять же, если у нас все функционирует, настроено, и я вам покажу на примере выполнения команды. Значит, ADB Reboot Bootloader, и смартфон у нас ушел, подключенный кабелем, напомню, и разрешенный цифровой отпечаток ушел в перезагрузку. Вот Fastboot мод. Видите, что состояние загрузчика Device State Locked, последняя строчка. В принципе, наша задача сделать это состояние на Unlocked. Окей. Для работы в режиме Fastboot у нас есть вторая утилита, которая находится в этой же папке. И нам нужно сделать командочку выполнить Fastboot OEM Unlock. Тоже на компьютере, смотрите, зажигается окно подтверждения разблокировки загрузчика. То есть клавишами аппаратными громкости нужно выбрать разблокировать бутлодер и клавишей включения, она у меня справа, подтвердить. То есть мы разблокировали загрузчик сначала программно, да, и теперь разблокировали его из-под низкоуровневого режима. Значит, на экране видите, стираются пользовательские данные. Вот wiping это как раз таки об этом. И нетрудно догадаться, что сейчас мы вновь увидим приветственный экран, то есть как будто мы ничего не настраивали, то есть опять у нас будет телефон в состоянии фабричной заводской настройки, только теперь уже загрузчик у него будет разблокирован. То есть опять он сейчас будет долго загружаться, как первый раз.
Ну и для верности, так скажем, можно будет перезагрузиться в режим фастбут, хотя это мы еще сделаем неоднократно, и убедиться в том, что состояние загрузчика теперь сменилось на unlocked. При этом каждый раз теперь при перезагрузке устройства будет выдаваться предупреждение о том, что загрузчик разблокирован и так далее. То есть это свойство загрузочного образа, которое будет присутствовать всегда. То есть на это мы просто не обращаем внимания. На все эти предупреждения безопасности, они для нас значения не имеют, потому что мы в целом мы понимаем, что мы делаем, а делаем мы сознательные вещи. Так, значит, да, первый запуск отформатированного раздела происходит инициализация пользовательских данных, загружаются настройки по умолчанию для всех приложений. Следующим этапом, который мы будем делать после загрузки смартфона, это установка среды восстановления. Теперь у нас загрузчик разблокирован, у нас развязаны руки. И для чего вообще нужна среда восстановления? Давайте разберемся, пока происходит вот первичная загрузка смартфона. Значит, помимо того, что раз мы говорим об альтернативных рекавери, то нетрудно догадаться, что имеются и рекавери штатные. Среда восстановления штатная имеется в каждом образе, но она имеет очень ограниченный функционал. То есть производитель, как правило, не интегрирует туда много функций. То есть, но тем не менее, архивы установить можно, то есть, но какие-то другие продвинутые вещи, в частности, бэкапы, либо терминал, который очень полезная вещь, в штатных средах восстановления отсутствует. Поэтому, если есть возможность, мы ставим себе альтернативный рекавери. Опять же, где мы его ищем? Мы его ищем на, э, в разделе, соответствующий нашему устройству. Ну вот, видите, опять я пошел на форум 4 PDA, и вот в разделе ядра и recovery вот вижу, значит, либо, если меня не устраивает, я также вам рекомендую это делать, идти на сайт проекта. Вот для самый известный альтернативный recovery проект это ТВРП, очень старый. Вот видите, здесь нам говорится, что есть у нас некоторые устройства, находим здесь свое устройство, в частности, вот OnePlus я нахожу, захожу в ветку своего устройства и скачиваю его, вот download links, я скачиваю их прямо с сайта проекта. Вот вижу, что здесь последние версии это 3.6.2.9.0 и 3.6.2.9.0 с расширением zip. Я рекомендую вам скачивать оба имиджа, если они доступны. Ну, по сути, zip это архивированный AMG образ, ну, с дополнительным скриптом, который позволяет прошивать такие архивы прямо из среды восстановления recovery. То есть удобнее иметь два файла, чем один. Так, тем временем давайте посмотрим, что у нас со смартфоном. Да, он опять обнулился у нас. Теперь понятно почему. Потому что мы разблокировали загрузчик. Также мы здесь ничего не настраиваем. Никаких нам не нужно обновлений, ничего нам подключать не надо. Потому что телефон будет опять отформатирован при переходе на кастомизированный 12 Android. Ну, для порядка. Уже больше как привычка. Пропустить, пропустить. Так, и обучение нам не надо. Все. Так, теперь мы опять должны дать себе разрешение управлять смартфоном через USB. Видим, опять у нас разработчика пункта нету, да? То есть нам его нужно открыть, поскольку телефон обнулялся опять по номеру сборки 7 раз. Идем в раздел «Система» для разработчиков. Да, что изменилось? Видите, заводская разблокировка уже крыжик затененный, то есть его уже нельзя выключить. Так, и у нас отладка по USB также деактивирована. Так, и разрешаем. Проверяем теперь, все ли у нас на месте. Опять смотрим ADB Devices, да, на месте, все, устройство видно. Следующий шаг. Следующий шаг – это установка ТВРП. Или
альтернативного recovery, которых есть несколько на рынке, в частности, либо Orange Fox, тоже известный проект. У меня есть несколько устройств вот с этим recovery. Принципиально они имеют, ну, не отличаются друг от друга, имеют один и тот же расширенный набор функций, конкурируют друг с другом. Ну и, в общем, что ТВРП, что Orange Fox, они достойные проекты для того, чтобы их использовать. Но необходимо подбирать. Достаточно, может быть, капризная ситуация, когда та или иная версия плохо работает, может быть, более ранняя версия будет лучше работать. Здесь как бы необходимо подбирать, поскольку все это усилия энтузиастов, это все бесплатное программное обеспечение и поставляется как есть. То есть нам попросту некуда жаловаться, да, мы можем только рассчитывать на добросовестность проекта. Ну вот, в частности, эти проекты подтверждены годами и являются надежными, уже устоявшимися десятилетия. Речь идет о десятилетиях. ТВРП очень старый проект. Так, буквально 2 слова еще теории, прежде чем мы перейдем. Значит, поскольку это устройство, в частности, является также АБ-устройством, оно выпущено в 2018 году, а значит, это АБ, а значит, у него есть 2 раздела, один из которых активный, и второй является пассивным, неактивным. И обновление софта происходит всегда на активный слот. То есть я, в принципе, если сейчас настрою Wi-Fi, нажму системное обновление, то я могу обновить софт штатным способом, но мне нужно будет ждать, пока он загрузится и так далее. Вместо этого я поставлю recovery, и прямо из recovery, из альтернативной среды восстановления, я поставлю нужный софт. Хотя это можно сделать, еще раз повторюсь, и штатным образом. Но еще раз обращу внимание, что в АБ-устройствах recovery является встроенным в раздел boot. То есть это не отдельный раздел, то есть он является частью boot раздела. Поэтому ну, это очень важно. Поэтому, как только мы устанавливаем новую прошивку, допустим, с заводским boot, то у нас recovery, то альтернативное, которое мы ставили, будет перезаписано. То есть каждый раз, когда мы обновляем свое устройство, даже вот кастомизированными версиями, каждый раз recovery будет затираться, и нам необходимо его восстанавливать, ну, опять же, повторной прошивкой. То есть здесь все достаточно тривиально, просто нужно об этом помнить и выполнять. То есть у нас сценарий: после загрузки системы может произойти загрузка либо сразу в систему, либо если загрузка системы невозможна, то есть что-то сломано, дисфункция, то происходит загрузка в recovery, то есть в среду восстановления, откуда уже может быть произведена починка. Так, значит, про подбор я вам уже рассказал. Да, выбираете свое устройство на сайте 4PDA, ищите для него подходящий recovery. Вот, в частности, для моего случая это TVRP 36290, вот, который я уже качал. Так, далее, значит, я положил этот скачанный имидж уже в папку с Platform Tools. То есть посмотрите, вот видите, вот TVRP 36290 AMG, только AMG здесь нужен. Я его положил в ту же папку. Окей, теперь наша задача перевести телефон в режим Fastboot. Да, он у нас подключен, вот он у нас есть. То есть его нужно перевести в режим Fastboot. Мы уже это делали. Повторим это еще раз. Теперь мы ожидаем увидеть, да, видите, значит, это самая начальная фаза, bootloader. То есть отсюда уже происходит передача управления либо в среду восстановления recovery, либо в систему. И обратите внимание, что здесь загрузчик разблокирован. Device state unlocked. Далее. Теперь нам нужно подгрузить сюда, вместо штатного recovery, нам нужно загрузиться в recovery альтернативное. Именно поэтому мы сюда и клали этот образ. Поэтому мы выполняем команду fastboot. Дальше мы ключ boot говорит о том, что для раздела boot мы должны использовать вот такой имидж. По сути, TVRP, что такое TVRP? Это recovery, собранное с загрузчиком от конкретного устройства. То есть это boot имидж, который мы загружаем временно, то есть после выполнения, смотрите, пошла загрузка, и сейчас у нас загрузится альтернативное recovery, но которое пока еще не установлено, оно просто будет висеть в памяти. Для того, чтобы нам его прошить, так скажем, на постоянку, нам необходимо, вот recovery у нас. Здесь мы отмечаем, что мы
должны выполнить изменения. Можно здесь сразу язык сменить, кстати. Да, разрешить изменения. Вот этот слайдер мы двигаем. Я бы еще отключил здесь вибрацию клавиш и выключил таймер. Окей, вот, значит, у нас recovery. Да, давайте настройки не сохранятся, да, я вам просто показал. Значит, это recovery расширенная. Вот здесь есть много пунктов. В частности, главный пункт – это установка, которую мы будем использовать, очистка, как и форматирование. Далее функция резервного копирования и восстановления, дополнительные утилиты, в частности, здесь нас и будет интересовать терминал или пункт ADB Sideload. И полезная функция переключения между слотами. Очень удобно менять текущий слот, хотя это можно сделать из режима Fastboot. Значит, первым делом, поскольку у нас recovery сейчас загружено в памяти, нам необходимо установить его на постоянку. Именно для этого как раз мы и скачивали zip-вариант файла. Я его уже положил. В принципе, мы уже на этом этапе можем отключаться от ПК. То есть ПК нам больше не нужен. Если мы все закинули на флешку, отключаем флешку, идем в раздел «Установка», выбор накопителя. Здесь мы должны в явном виде ткнуть на USB, чтобы он подмонтировался. Да, и вот видите, после того, как подмонтировался USB Storage, это, ну, это та самая флешка. Я здесь согнал все в папку 6T на флешке, на компьютере, положил все необходимые файлы. И вот здесь у нас как раз этот TVRP инсталлер, ну, в формате zip. Значит, я на него кликаю и здесь ничего не меняю, просто слайдером подтверждаю прошивку. То есть что мы делаем? Мы запустили прошивку recovery альтернативного, то есть он будет прошит сейчас на оба раздела. То есть видите, модифицирование происходит раздела boot A, boot B. Прекрасно. И теперь очень важный момент, ни в коем случае здесь мы не жмем перезагрузка, ни в коем случае, потому что произойдет перезагрузка в систему. Мы идем назад, кнопками назад, еще назад. Здесь выбираем перезагрузка, и нужно нам перезагрузиться в recovery, обратно в свежеустановленное. То есть сейчас мы находимся в recovery, которая загружена в память, после чего мы установили recovery на постоянку, и теперь мы должны в него перезагрузиться, уже без помощи компьютера. Да? Первый раз мы загружались с компа. Обязательно здесь перезагрузиться в recovery, потому что в систему вы просто сейчас не загрузите. Так, видим, да, что уже происходит загрузка того же самого ТВРП, но уже установлена на постоянку. Да, у нас уже просто флешка здесь подоткнута. Прекрасно. Был еще один вариант. Значит, перед тем, как мы загрузились в recovery, можно было сделать то же самое из режима Fastboot. Можно было сразу, ну, если у меня уже recovery проверенное, то есть оно загружается, все здесь корректно работает, да, слоты переключаются. Вот. Поэтому здесь все хорошо. Я бы мог сразу, давайте мы, кстати, так и сделаем. Давайте мы сразу так и сделаем. Давайте мы еще раз прошьем, но уже из режима Fastboot. Здесь нужно перезагрузиться в режим загрузчика. Да, я вам сразу покажу. То есть мы загружались командой fastboot boot. Теперь мы должны вместо команды boot написать fastboot flash. Fastboot flash прошивает указанную прошивку, куда нужно указать? В разделы recovery A и recovery B. Два раздела. То есть просто recovery у нас будет указывать только на активный, но поскольку нам нужно это сделать для двух слотов, как вы видели, делает этот скрипт, мы так, нам же нужно подключиться.
Нам нужно подключиться. Да, видите? Хотя вот этот способ, первый способ надежнее. Вот видите, видимо, у меня из-за обновления Fastboot перестали распознаваться такие конструкции. Очень интересно. Хорошо, давайте пока оставим это, но на Xiaomi устройствах такая вещь работала. Хорошо. Так, мы обратно вернемся в recovery теперь. Да, кстати, как загрузиться в recovery из Fastboot? Хороший пример. Кнопочками громкости вверх-вниз мы по кругу ходим между пунктами старт в систему, перезагрузиться обратно в bootloader, загрузиться в recovery, выключить телефон. Ну, соответственно, вернуться в recovery нам нужно по причине того, что мы хотим обновить софт до последней версии. Прямо оттуда. Так, recovery загрузился. Теперь вновь подключаем флешку. Так, подключили флешку, зашли в каталог. Да, и вот я сюда забросил предварительно на флешку тот самый имидж, последний от производителя, в формате zip. Не влез. Да, и еще перед прошивкой, смотрите, всегда можно в разделе «Перезагрузка» увидеть, в каком мы слоте. Текущий слот А, можно переключиться и сделать перезагрузку, да, для того, чтобы, например, загрузиться с слота, который стал активным. Текущий слот А у нас сейчас, значит, мы будем устанавливать нашу прошивку на слот А, ее просто выбираем и подтверждаем слайдером. Да, поскольку слот А у нас активный, прошивка всегда происходит в неактивный слот, поскольку это АБ-устройство. То есть об этом мы помним, и здесь recovery не исключение. Точно так же, как и с системой мы работаем. И, кстати говоря, если мы подключим смартфон сейчас к лаптопу, он тоже будет определяться как носитель. То есть он может подключить по USB, аналогично, как это мы делаем в системе. Следующий раздел, пока устанавливается свежая прошивка, то есть, как сказать, свежая, последняя из штатных. То есть последнюю штатную прошивку нам нужно получить на устройстве, прежде чем мы прыгнем на 12-ю версию. И сейчас мы ставим 11-ю версию Android. Та, которая была предусмотрена производителем, является последним официальным имиджем перед окончанием поддержки. Вот, собственно, она сейчас ставится, и должны мы это будем сделать 2 раза. Тем временем я пока расскажу про Lineage, про ту операционку, которую мы будем ставить вместо штатного Oxygen. Значит, Lineage OS – универсальная сборка с открытым исходным кодом на базе проекта Android Open Source Project, который ведется Google, но который имеет уже поверх себя надстройки для каждого производителя. Google требует размещения для использования слова Android у себя на телефонах операционной системы. Это торговая марка. Значит, для этого производитель обязан у себя разместить компоненты, закрытые компоненты Google. В частности, это Google Play Services, Google Play сам и Google Services Framework. Эти компоненты являются закрытыми, поэтому неизвестно, что они там, собственно, делают, поэтому мы этим пользоваться не будем. Вместо этого мы берем подходящий образ Lineage. Почему Lineage? Потому что самый широкий спектр популярных устройств поддерживается, включая вот упомянутый уже OnePlus 5, на который Android был последний аж 10-й официально. Представляете, да? То есть 10-й Android официально поддерживался, а мы будем работать на еженедельно обновляемом 12.1 и далее с 13. И кроме этого Lineage OS является основой для других сборок.
Ну, то есть уже кастом поверх кастома, то есть кастомизируется сам Lineage, поскольку он очень базовый, такой там минимальный набор приложений. И такие проекты, как SearDroid, Resurrection Remix и прочее, они уже кастомизируют Android, различные фишки, привлекают пользователей там разнообразными диапазонами по тюнингу, внешнего вида и прочего-прочего. Но мы будем работать с стандартным Lineage OS, самым таким минималистским, а дальше уже дело вкуса. Значит, Lineage OS – это отдельный проект. Изначально он обзывался как Cyanogen, да, до 2016 года был известен как Cyanogen. Затем проект закрылся изначально, и база исходного кода стала основой для проекта Lineage. Здесь еще, что примечательно, очень крутая разработка и еженедельное обновление. То есть сборки происходят еженедельно для каждого из этих устройств. Кроме этого, Lineage можно скачать, ну, то есть изначально он пустой, так называемый ванильный. В стандартной поставке он идет без Google сервисов. Напомню, что мы Google сервисы использовать не будем, то есть там, где они нужны, мы будем использовать специальные песочницы и также использовать реализацию Google сервисов с открытым исходным кодом. Это проект MicroG. То есть этот проект тоже сторонний, совместим он с многими, встраивается во многие проекты альтернативные операционных систем, безопасных операционных систем, таких как Graphene OS, таких как ранее показанный Divestos, и также есть сборка Lineage OS и MicroG. Почему он изначально не встроен в Lineage OS? Потому что ну, не смогли договориться команды разработки о том, чтобы... Ну, там необходим спуфинг, так называемый, да? То есть подмена отпечатков для работы с Google сервисами, которые являются закрытой инфраструктурой. Вот, и поэтому Lineage не принял такие лицензионные условия, и поэтому MicroG реализация, проект MicroG, он выпускает свои сборки, которые идут следом за сборками Lineage. Ну, немножко они отстают. Вот, проект microg.org и Lineage microg.org, то есть отдельная страница для скачивания сборок. Мы будем пользоваться обычным Lineage. Если хотите, можете для своего устройства поискать для сборок с MicroG. Здесь уже дело вкуса. Но все примеры у нас будут для стандартной, так называемой ванильной операционной системы. Также можно, что очень не рекомендуется, поставить разнообразные сборки, в том числе альтернативные, самих Google сервисов. То есть есть разнообразные сборки, проекты, но все они включают в себя закрытый код. Поэтому GApps мы классически использовать не будем. Так, тем временем у нас, смотрите, закончилась прошивка первая. Теперь что нужно сделать? Поскольку, да, мы немножко отвлеклись, поскольку сейчас прошит официальный образ, у нас recovery затерлась. То есть у нас сейчас, если мы перезагрузимся в recovery, то мы перезагрузимся в фабричное. Поэтому здесь мы никуда не перезагружаемся, опять идем назад. И еще раз прошиваем инсталлятор TVRP. Вот тот самый zip. Это необходимо делать каждый раз после того, как устанавливается образ операционной системы. Каждый раз он затирает recovery. Почему? Потому что recovery является частью раздела boot. Так, отлично. Здесь мы опять установили TVRP, то есть опять мы в него перезагрузимся. Но перед этим нам нужно переключить слоты. Для раздела B мы поставили, текущий слот у нас А, неактивный B. В B у нас теперь операционная система 11.1.2.2. То есть мы переключаемся на слот B. И перегружаемся обратно в recovery. Опять назад, перезагрузка в recovery. Recovery у нас установлен. Здесь очень внимательно. Мы должны понимать каждый шаг, который мы делаем. Вот каждый раз нас будет преследовать эта надпись о том, что bootloader наш разблокирован. Ничего страшного. Хорошо. Так, видите, значит, текущий слот у нас B. То есть выполняем все те же функции. Выбираем сначала прошивку. Она сейчас, как вы догадываетесь, наверное, будет ставиться, да, в неактивный слот А. Почему? Потому что активный слот Б. И после ее окончания нам опять нужно будет прошить ТВРП, потому что опять он затрется теперь уже на разделе А. А архив у нас прошивает оба слота. Ну, для удобства мы будем это делать каждый раз.
Окей, после этого мы перезагрузим систему. Вы увидите, что там уже последняя версия. Ну, на всякий случай. Пока вернемся к теории. Пока вернемся к теории. Значит, и прошивать операционку мы, как вы догадываетесь, будем также из альтернативного рекавери, поскольку он у нас уже есть. Ам, Также формат zip-архивов. Обычно производители, ну вот в частности, если мы пойдем на сайт Lineage, на, нажимаем, значит, получить OS, и опять же в список девайсов находим свой, вот мой OnePlus 6T. Здесь такая некая страничка вики, где собрана вся информация. В том числе, как, кстати, переходить по различным режимам, как заходить в recovery, как заходить в bootloader. Вот видите, у меня заходить в bootloader, fastboot, режим из выключенного состояния удерживанием 3 клавиш одновременно. В режим recovery тоже можно зайти, кстати, при помощи аппаратных клавиш, удерживать клавишу вниз громкости и включить питание в течение там 3 секунд. Окей, значит, скачиваем мы образы. Доступно 4 образа в месяц. Последний, видите, и по датам они разложены: 4, 11, 18, 25. То есть каждую неделю происходит сборка очередной новой версии. И каждую неделю имеет смысл обновлять данную сборку. Ну, сборка не занимает много времени. На АБ-устройствах все нужно делать в 2 раза больше по времени. Поэтому я еще раз скажу, подумайте о том, где бы достать однослотовое устройство для просто ускорения тренировки. Значит, скачанный zip-архив также мы кладем на флешку. Она уже там есть у меня, поэтому далее мы будем уже обновлять сам софт. Также можно обновлять софт при помощи так называемых fastboot образов. То есть fastboot образы — это упрощенные OTA образы. В данном случае мы качаем, будем использовать OTA образ. Внутри него находится в запакованном виде список всех разделов, которые прошиваются в индивидуальные разделы. Это и boot, и system, и recovery, и vendor, и все-все-все-все-все, те, которые мы не упоминали. А их некоторое количество еще там есть. И в случае, если используется так называемый fastboot образ, это уже распакованный вот этот суперархив, который содержит просто сами имиджи. То есть это уже распакованный супер. OTA — это имидж, это суперархив, а fastboot — это упрощенная его версия. Соответственно, из OTA можно сделать fastboot образ при помощи такой утилиты, как Payload Dumper. Я вам ее тоже дам. Также прошивать можно из штатного recovery. Несмотря на то, что функционал ограниченный в штатных recovery, тем не менее zip-архивы, как минимум, там можно устанавливать. Да, там нет терминала, да, там нет резервного копирования, переключения слотов и прочего, но зато там можно подгрузить альтернативный имидж. То есть, если у нас, например, нет recovery, ну, нету, ни производитель не предоставил, то есть никакой энтузиаст не написал, устройство старое. То есть мы можем всегда все равно перейти на кастомизированную операционную систему через функцию так называемого ADB Sideload. ADB Sideload — это режим, в который нужно перевести телефон. Вот, кстати говоря, да, тем временем закончилась прошивка. Я вам сейчас также TVRP инсталлер нужно прошить поверх, да, как мы уже обсуждали, чтобы у нас опять TVRP recovery наша не затерлась, которая сейчас затерта. Опять мы его восстанавливаем и так, идем в перезагрузку, опять меняем слоты. И вот я вам покажу, поскольку мы говорили об ADB Sideload, вот в дополнительно есть такая функция ADB Sideload. Если мы ее нажимаем, значит, телефон входит в такой режим. И для того, чтобы загрузить и установить zip-архив, мы должны подцепиться к компьютеру и выполнить команду ADB Sideload. Понятно, да? То есть, ну, удобнее это делать с флешки, поскольку флешка уже, она меньше, не нужен компьютер. ADB Sideload мы используем при невозможности альтернативного recovery, то есть там, где нельзя а, использовать альтернативный recovery, либо его попросту нет. Так, все, значит, мы обновили, прошили recovery, можно перегружаться в систему теперь. Перезагрузка в систему со слота А.
Ждем некоторое время, пока загрузится система, идем дальше тем временем, не тратим время. Да, про OTA и Fastboot мы поговорили. Значит, Fastboot можно сделать из OTA при помощи Payload Dumper. Кстати говоря, эта операция нам потребуется в том числе и при рутировании. Поскольку отсутствует терминал в штатном рекавере, мы с устройства взять образ никак не можем. То есть взять живой образ устройства, мы должны его вытащить из образа прошивки. И вот как раз здесь будет полезна утилита Payload Dumper, которую я вам дам. Ну, обычно это Python скрипт. Для Windows я вам дам в виде exe файла. Значит, с собой устройствами вы знаете эту особенность, то, что происходит у нас прошивка на какой-то один слот, и чтобы слоты синхронизировать, необходимо повторять операцию дважды. Значит, из работающей системы, а также, да, вот тут у меня, кстати, описка. Из работающей системы из recovery ставится обновление всегда на неактивный слот, а из fastboot режима только на активный. Да, здесь у меня ошибочку нужно исправить. Хорошо. Да, значит, опять же, если recovery позволяет, то мы всегда можем понять, какой из слотов является активным, а если продвинутого recovery нет, тогда нам необходимо использовать штатные функции, в частности, чтобы узнать, какого слота мы загружены в данный момент времени. Нам нужно попасть в режим fastboot и оттуда выполнить команду fastboot get var current slot. И тогда мы увидим текущий слот, с которого производится загрузка. Также переключение из фастбута возможно командами setActive-A, setActive-B. Ну, намного удобнее. Как вы видели, в альтернативном рекавере просто есть кнопка, которая кликается, ничего не надо печатать. Поэтому, вот в том числе и поэтому использование альтернативного рекавери является предпочтительным. Так, тем временем у нас загрузилась система. Идем, проверяем. Значит, действительно у нас, да, 11.1.2.2, последняя версия от производителя. И именно из этого состояния мы будем дальше апгрейдить систему до Lineage OS 12 версии. В этом месте можно выполнить резервное копирование. Э, Так, у нас все готово для обновления на кастомизированную операционную систему. Давайте я проверим концепцию, отраженной на слайде. Вот то, что я текущий код перейти через. Соответственно, вот если станет плохо от recovery, использовать такую команду. Getvar– это запрос переменной, current slot– это значение да, использовать сокращение all и делать варианты, как это переменное окружение, которое выставлено current slot, количество слотов 2 постоянно, и как мы выясним, что текущий слот А, то есть как переключиться, да, то есть то, что в recovery простым нажатием А, здесь мы выполняем такую команду set подчеркивание active A или set подчеркивание. A. Так, мы должны зайти в recovery. Теперь, потому что удобнее всего это recovery. Да, обязательно. Так,
теперь так, теперь всё нормально. Значит, почему опять речь идет пошла о recovery? Потому что если что-то пойдет не так, желательно вернуться вот к текущему состоянию, да, вот понимаем дальше. Вставляете данные обратно, то есть телефона, последней версии, вещи. Здесь можно из ТВРП сделать резервное копирование. То есть я рекомендую здесь выбрать все разделы, кроме пользовательского Data. Обязательно раздел KFS и Modem. При этом имя создастся автоматически. Выбор накопителя я бы вам рекомендовал это сделать либо внутрь памяти, потом перенести на внешний накопитель, либо сразу подключить накопитель к телефону и сделать бэкап на него. Ну, в данном случае так делать я не буду, да? Но сами понимаете, что все, что здесь осталось сделать, это купить правильный накопитель и нажать кнопку «Сделать свайп». В таком же стиле идет и восстановление. То есть, как только накопитель подцеплен к телефону, то есть можно выбрать. Предполагаю, что резервное копирование мы сделали. Да, и вы помните, что установив систему, штатно обновив до версии штатной системы, мы никакой блокировки экрана не ставили. Важно. Иначе бэкап невозможно будет восстановить, что тогда которые являются уникальной для каждой. Никаких блокировок экрана, для того, чтобы корректно кодировать. Значит, после этого мы вновь делаем форматирование пользовательских данных, то есть раздела Data, который у нас, если говорить о системных разделах, помните, это User Data. Здесь мы выбираем форматировать Data и набираем Yes в явном виде на клавиатуре, потому что речь идет опять о форматировании пользователя раздела. Подтверждаем. Так. Так, вроде все нормально, значит, смонтировать накопитель — это имеется в конце. Ну, это косметический такой баг. Значит, все хорошо. И важно, опять же, не перезагружаться ни в какой ОС, а перезагрузиться снова в рекавери. Это критически важно. То есть на слайде это выделено красным цветом. То есть мы сейчас отформатировали пользовательский раздел, и он, видите, здесь и параметры recovery, естественно, уехали, потому что они хранятся там же. То есть ключ. Окей. Так, значит, я пытался поставить. Мне нужна флешка. На флешку я уже предварительно скачал и забросил оба image, который мы скачивали из его в формате zip. Ну и вот здесь я сформулировал, значит, любым из способов установить систему на текущий активный слот. Мы находимся в recovery, то есть это предпочтительный способ. И мы что делаем? Мы делаем установку, выбираем накопитель, флешку, заходим в ту папку, где сохраняли мы, значит, вот этот файл 25 августа 2022 года, Nightly, это такое название, Fajita — это имя устройства, кодовое, OnePlus 6T. Ну и вот больше здесь мы ничего не трогаем, то есть никакие другие крышки автоматически нам перегружать не надо. Перепрошивать ТВРП мы перепрошиваем их самостоятельно, то есть здесь не рекомендовал, они часто съезжают, эти пункты меню, поэтому лучше
делать это по очереди. Ну и, кстати говоря, можно вот добавлять здесь следом. Следом нам нужно, естественно, прошить ТВРП. Да? Потому что опять у нас recovery затрется сейчас новым recovery, но теперь уже в составе Lineage. Да? Вот, кстати, загрузки здесь все отдельно можно recovery скачать. Recovery, он похожий по функционалу на штатный recovery, ограниченный. Там используется только ADB Sideload. Ну и нетрудно догадаться, что следующая сборка будет по 1 дня. Можно скачать новый zip и примерно таким же способом. Теперь что нам остается? Остается только дождаться. Опять же, прошивка активный слот. Почему? Потому что активным слотом слот А является. И recovery, как и системы, использует прошивку только в неактивный слот, который отмонтирован. И установка туда не требует каких-то дополнительных движений. То есть там раздел слот просто неактивный. Поэтому да, и перезагрузка. Потом этот неактивный слот становится активным, происходит переключение слотов. Если в recovery мы это делаем вручную, то при обновлении в системе, как правило, это происходит автоматически. Обновляет, вам прилетело обновление, пользователь. То есть пользователь обновляет, но обновляет при этом неактивно. Не догадывается. Обновляет, перегружается, и система автоматически делает этот раздел обновленный активным. Вот. Но в случае, если что-то пойдет не так, например, кривое обновление или еще что-то, система тратит раздел, как минимум выпадет в recovery, либо загрузится в текущий раздел. Производить. Так, значит, у нас происходит процесс прошивки. Видите, мы запустили два подряд, два файла, выбрали. Поверх опять прошивается ТВР. Это делаем каждый раз после того, как прошиваем образ операционной системы. Окей, теперь опять важно, опять перегрузиться нужно в ТВРП, но предварительно переключить слоты, потому что автоматического переключения не происходит. То есть мы должны сейчас там на слоте B у нас установилось только что Lineage. Перегружаться мы туда не будем, но мы переключим активный слот. Опять у нас косметические ошибки, ничего страшного. И опять нам нужно перегрузиться куда? В recovery. То есть в систему мы перегружаемся только в конце. Сейчас вот, да? Повторим операцию. Кнопка. Выбор. Lineage. Добавить тип. TVRP инсталлер. Все. Тест пошел аналогичный. Да, видите, теперь в неактивность. Можно обновлять также систему. Тут, ну, я считаю, на начальном этапе более сложно. То есть сначала более простой алгоритм, затем пойдет более сложный. Потому что режим обновляет активный слот, и потом нам нужно еще делать копию второго слота, это более сложный. Более простой путь это вот тот, который. Сейчас у нас прошиваются два типа, да, прошивка и затем ТВРП заново. И после этого мы финиш, вижу. И все, что нам останется сделать, это вот положить вишенку на торт, это эти права пользователя через проект, который знаменитый проект Matches, волшебная маска для Android, open source проект, который изначально был, он и есть, и остался open source, его разработчика переманили в Google. Это, по сути, инструмент для проникновения в Android на самом уровне перехвата приложений, в том числе как для благих целей, как такие как наша защита, так и для вредоносных воздействий. Ну, если
так скажем, мы никаких мер не предпринимаем. Ведем себя как обычные пользователи, пользуем пользуем да, пользуем Google Play, приложениями, трекерами, э, даже, да, этим таблицам. Ну, вот мы там бывает анализ Google хочу. То есть пройдитесь еще раз. Да, вот, тем временем у нас проинсталлировал второй раздел наша операционка и проинсталлировался сверху TVRP. Но вот здесь уже, да, нужно переключить слоты по порядку. То есть мы переключились в слот А и теперь грузимся в систему. Да, ну пока грузится система, значит, проект Magisk, который нужно искать исключительно на GitHub и оттуда же брать последнюю версию. Актуальную версию в любой момент времени доступна в той же ссылке, вот в GitHub и Magisk, то есть в поисковике Magisk есть GitHub. То есть вот первоисточник это здесь, и здесь нас интересует как раз вот Magic Canary. Кликом на прям ссылочку у нас скачается APK. Последняя версия, то есть уже скачал, положил в ту же папочку. Она у нас будет использоваться для первой установки менеджера в теме Magic Manager. И этот же архив, только переименованный в zip, можем использовать для, так скажем, дедовских способов прошивки пользователя. Тоже, как вы догадываетесь. Окей, тем временем загрузилась наша первый раз принятая тема. Давайте будем соответствовать локализации. Так, давайте тут уже мы будем, мы уже ничего форматировать не будем. Да, здесь можно уже ставить. Так, ну здесь пропустим. Служба местоположения не будем активировать. То же самое, никакой телеметрии в сторону линии QS. Так. Пока мы все безопасности настройки оставим умолчанию, никаких блокировок. И, в общем, стартовый экран. Можно посмотреть список приложений, которые стоят по умолчанию. Увидите, что его пользуется 14. Браузер галерея, календарь, калькулятор, камера, контакты, музыка, настройки, телефон, Нилка, файловый менеджер, часы и настройки аудио. То есть не густо. И как раз этот минимализм, это то, что нужно. Давайте посмотрим в итоге. Версия Android, ну да, вот наш любимый 12, да. Вот на версии Lineage. То есть, смотрите, обновление системы безопасности от 5 августа, все свежее. И это является ключевым моментом в культуре использования смартфонов. То есть иметь патчи безопасности не старше, чем 3 месяца. В идеале. В идеале это 1 месяц, но не старше 3. Это такое правило хорошего тона. Ну вот Lineage каждую неделю обновляется, пожалуйста. Следовать раз за разработчиком. Так, хорошо. Значит, ну нам осталось разобраться с получением прав суперпользователя. Здесь пока мы еще хозяева в полной мере. Поэтому давайте вернемся к Magic. Да, скачали. Значит, данная процедура, которую мы будем использовать, она является универсальной, вне зависимости от того, есть ли у вас альтернативное программа вашего смартфона, либо оно отсутствует. В любом случае, root права – это то, что потребуется. Root права можно даже в Discovery, то есть здесь как бы связи нет. Вот. Но в случае, если recovery альтернативно отсутствует, а здесь акцент в том, что нужен терминал, чтобы купить
загрузочный раздел для движения на двух патчей. То есть, по сути, мы должны boot раздел, а, скормить его как раз таки магиску и затем проинсталлировать его снова как boot раздел, то есть прошить его уже измененно. Что сделаем? То есть понятно, да, плюс ко всему, инфраструктура Magisk, она является, так скажем, платформой для установки возможных модулей. И этим мы будем пользоваться очень широко. То есть существует большое количество модулей Magisk для расширения функционала, для тюнинга, для дополнительных возможностей автоматизации. Это, ну, в том числе и написание собственных модулей, в принципе, уже продвинутые вещи. Но это в нашем клубе, кстати, дополнительный консультативный набор для тем, кто считать продвинутым в части автоматизации. Значит, скачали мы версию Magic Canary. Почему Canary? Потому что она наиболее устойчивая и, в принципе, есть еще отладочная версия. Не стоит использовать для того, большое количество ошибок, ловить багов, не имеет. Поэтому Canary это, в принципе, полезная ветка для нашей цели. Значит, теперь наша задача извлечь раздел boot. Да, как уже выяснили. Раздел boot нужен для регистрации его, для наложения патчей, для того, чтобы получить так называемый бессистемный root. То есть бессистемный root имеется в виду, мы получаем про суперпользу, не внося изменения в текущий системный раздел. То есть мы вносим изменения в раздел boot. Поэтому данный способ является универсальным. И никакие другие варианты, честно сказать, я вам не рекомендовал. Не хочу называть, разных есть количество. Данный используют его наиболее сложный и наиболее сложного здесь только вот как раз раздела boot. И в этом смысле, если мы имеем дело с fastboot имиджами, тот вариант не разбирали, более сложное обновление, то вытащить образ раздела boot проще. Да? Это уже типа архив, распаковать и копировать файл boot. А в случае с OTA имиджем, тем, которым работали, lineage, ставили lineage, то OTA имиджи, там как раз таки полезная нагрузка, она упакована в особый формат, который необходимо распаковать какие-то payload данных. В случае, если у нас альтернативная рекавери, как наш случай, да, то мы делаем, нам нужно попасть в рекавери, опять, условно говоря, давайте зайдем в наши настройки, по номеру сборки опять мы тапаем, и в разделе системы у нас появляется меню для разработчиков. Знакомый уже алгоритм. Так, отладка по USB у нас включена. Значит, настройки есть. Ну и чтобы перегрузиться нам в recovery, можно, да, можно здесь, кстати, это здесь было в настройках. Да, еще рекомендую вот в настройках в разделе система кнопки, меню кнопки питания, вот варианты перезапуска. Включить этот крыжик. И получается, мы можем сразу отсюда же с кнопки питания, вот здесь же появляется менюшка, перезапуск, и появляется меню, куда перезапуск, да? То есть bootloader, fastboot, систему обратно или в recovery. Неудобно. В recovery перезагрузить.
Значит, сейчас наша задача выдернуть с устройства раздел boot. Почему это нужно сделать именно с устройства? Потому что штатный образ системы будет содержать штатное recovery. Да? У нас recovery стоит TVRP. Этот recovery является уже частью boot image, уже модифицирован, и поэтому нам нужен именно образ раздела boot именно с нашим. Так. И ключевым моментом здесь является то, что мы из данного TVRP recovery можем запустить терминал. Поэтому если recovery это альтернативный, то, скорее всего, терминал там есть. Если recovery штатный, то наш путь это придергивать boot image из прошивки, как я упоминал ранее. Значит, у нас есть терминал, вот мы его запускаем, и на экране командочка, которую нужно выполнить, предварительно напечатав ее как есть. Значит, мы набираем эту команду, я буквально поясню смысл ее. Так, я выполнил другую команду, значит, точнее не другую, а указал флешку USB Storage в качестве места, где будет сохранен текущий образ boot AMG, который нужно будет скормить в программе Magisk из системы. То есть там мы сейчас загрузим систему, там пропатчим этот файл AMG и вернемся и прошьем его в раздел. Так, ну вот, значит, смысл этой команды это копирование раздела boot целиком в файл на файловой системе. If это input файл, off это out файл. Поэтому вот такой странный синтаксис, в принципе, логично. Итак, у нас boot AMG лежит на флешке. Да, лежит на флешке в разделе. Ну, кстати, давайте мы его посадим все-таки. То есть, там такой у нас раздел есть. Вот. Да, вот он записан будет туда. То есть там мы его и найдем. Теперь можно перегружаться в систему. И на той же флешке лежит скачан APK файл. И задача сейчас поставить Magisk Manager, программу управления самим модулем Magisk, то есть который будет показывать состояние в системе, управлять репозиторием, Magisk модулями и так далее и тому подобное. Давайте откроем файловый менеджер. Так, USB. Да, флешка. Так, флешка есть. Да, и вот здесь у нас есть. Так, значит, устанавливаем здесь наше APK-приложение, которое мы скачали. Так называемый Magisk Manager. И теперь в разделе «Установка» пропатчить boot образ, и нам нужно выбрать ту самую папку, куда мы этот boot образ скачали. Вот он здесь лежит.
Нажимаем «Установить» и ждем, пока этот образ пропатчится. Вот видите, здесь он сообщает, что стоковый good image обнаружен, к нему вкладываются патчи, и он дальше переупаковывается, и результат будет записан у нас в папку download на пользовательском разделе. Ну вот, собственно, о чем это и пишется. И будет он иметь вид Magisk Patched, набор символов и цифр. То есть вот именно этот имидж нужно прошить теперь в раздел. Окей. Перегружаемся вновь в recovery. Да, вот у нас появился Magisk. Так, ну, кстати говоря, надо было по-хорошему его тоже положить на флешку. Да, видимо, придется так сделать. Да, придется перезагрузиться. Да, значит, почему удобно, да, все хранить на флешку, потому что флешка доступна всегда. Вот в данном случае ТВРП, вот тот, который установлен на данном устройстве, он пока не может расшифровывать 12 Android, который установили, а пользовательскими данными требует кодификации по ТВРП. В смысле, отстает работу. Но спасибо и на этом. По крайней мере, все системные операции мы можем делать в текущем ТВРП. Так, загрузился. Давайте мы просто-напросто, да, делаем, копируем в, да, есть определенные глюки, что флешку переподключить. И вот сюда же мы его скопируем. Так, скопировался. Судя по всему, скопировался. Да, да, вот он, Magisk почти. Теперь можно запуск. Летел язык. Да. Так, теперь у нас установка, выбор накопителя, наш storage. Да, здесь нужно переключить установка AMG, тогда у нас покажется, вот переключать. Установка AMG у нас покажется как раз тот самый файл Magisk Patched. И внимательно, вот здесь необходимо установить в раздел boot. С галочкой «Прошить в оба слота» аккуратнее, раньше здесь был баг. Ну, я вот, честно говоря, стал рисковать. Значит, все, вот этот образ, как вы видите, мы прошили. Теперь мы нажимаем назад, переключаем слоты. Установка AMG, раздел boot. Интересно, работает. Да, сработает. Раньше здесь происходило выпадение. Ну, все, на этом, можно сказать, наша работа закончена.
Да, если у нас штатный recovery, отсутствует такое ТВРП или OrangeBox проект, образ для текущей модели телефона, то есть такой дедовский, скажем так, способ. Тот самый файл APK, который мы скачали, это APK формат, zip формат, переменной zip, и устанавливаем его на сайдбот, который поддерживает универсальные все как основные. То есть можно сделать так. Либо есть еще один грязный хак, тот же самый zip-файл можно прошить и из альтернативного recovery. Вот. Но данный способ, который сделан, наиболее надежный. То есть теперь нам что остается? Теперь нам загрузить операционную систему, где мы находимся. Мы в текущий слот BAN. Давайте на переключимся и загрузимся в систему. Все, что осталось делать, это убедиться в корректности инсталляции, повторять, установлен, состояние и делать ряд важных настроек, в частности, включение так называемого ZIGISC, это самый низкоуровневый такой фреймворк, который обеспечивает прямой доступ к ядру системы. Любой запрос приложения может быть перехвачен из этой области. Также нужно поправить некоторые настройки, чтобы, скажем, достичь вот выбранный уровень безопасности в максимальном уровне. Так, идем в Magisk. Да, видим, вот Magisk установлен. Отлично. Значит, здесь необходимо подключить интернет. Ну, сейчас я подключу его. Так, я подключил устройство к интернету, и видите, автоматически подтянулась текущая актуальная версия, установленная версия и сам вот главный здесь Magisk указан, что он установлен. Все нас устраивает. Единственное, что нужно включить здесь Zigis. Идем в настройки. Источник обновления оставляем Canary. Также рекомендуется сделать скрытие приложения Magisk с самого начала. Ну, давайте сразу сделаем. Значит, оно пересоберется с другим названием. То есть это прием, который позволяет скрыть базовые такие проверки на наличие Magisk на устройстве, которыми пользуются при приложении. Да, вот мы ярлычок там поставили, да, для запуска. Да, и вы видите теперь приложение называется не Magisk, а вот некий набор символов, что, собственно, затрудняет его идентификацию другими приложениями, работающими, которые вот выполняют такие проверки. Можно в любое время восстановить его к исходному состоянию, но нас как бы устраивает сейчас такое. Включаем ZIGISC. Также здесь есть функционал так называемого deny list, еще один дополнительный механизм, который скрывает наличие рута, да, наличие прав привилегированных пользователя на устройстве от приложения. Но мы будем пользоваться другим механизмом, то есть, ну, базово можно активировать deny list и здесь добавить список приложений, которые скрываются от, например, банковские приложения, говорят, что устройство нельзя запустить его на устройстве, так как устройство рутировано, поэтому вы часто не знаете, что с ним делать, да, и решением может быть вот как раз помещение такого приложения, вот такой deny list. Значит, здесь обязательно мы оставляем уровень доступа только приложения, то есть убирая приложение ADB, то есть это такая дыра по безопасности, которую нужно отключать. И многопользовательский режим мы должны выставить, переключить в управление администратором, то есть администратор управляет root доступом, охватывает запрос. Вот такую настройку выставить, больше ничего здесь нужно делать. И поскольку мы включили ZIGISC, обязательно нужно перезагрузить. Отсюда это делать, видите, здесь появился пункт в системе перезагрузка. Давайте сделаем перезагрузку.
Значит, перезагружаемся и, по сути, можно уже ставить чайник. Чай 2 часа, да, 2 с лишним мы потратили на подготовку фона в дальнейшем. Учитывая то, что эта процедура затем будет у вас со временем работать до автоматизма, вы обучаетесь быстро, просто и закрытыми глазами. Также устраивать можно иным путям, возможно, коммерческую услугу. Хотелось бы в итоге иметь возможность в каком-либо сервисном центре подвергнуть телефон типу публикации. В принципе, то, что мы делаем сейчас вручную. Ну, вот видите, ZIGIS переключен. Все, мы готовы для дальнейшей работы. Теперь у нас есть права суперпользователя. Можно. Да, значит, дальнейшее телодвижение у нас зависит от того, что мы собираемся делать со смартфоном. Ну, как правило, нам нужно установить магазин, как минимум один, да, для дальнейшей работы. То есть магазин у нас будет F-Droid. То есть можно прям в том же самом угле скачать приложение F-Droid и тем самым, да, я вам еще покажу. Здесь нужно файлы скачать. Значит, вот у нас основной магазин приложений с открытым исходным кодом, то есть все приложения, которые есть, они с открытыми исходными кодами. То, доверие, открытый, и нельзя разместить ни движения, ни трекеры, ни рекламные агенты. Собственно, приложения чистые, минималистичные, вашу оперативную память не поедают, работают просто и приятно. Нам предлагается самого себя обновить. Окей. Обновили, да? Да, ну и вот список категорий. Я рекомендую, значит, поставить другой клиент к тому же самому магазину. Да, его более приятный по внешнему виду и функциональный. Материал дизайном, как полагается, современный стиль. Это требует некоторое время. Да, и, кстати, в альтернативных магазинах, то есть их подключить можно много, дополнительные репозитории, некоторые проекты содержат свои репозитории, которые также можно включать в приложение магазина. Видите, здесь уже пошли довольно известный репозиторий Easy on Android, называемый. Тут тоже ряд полезных приложений будем брать. Вот. Окей, что еще? Да, и отсюда же из F-Droid мы поставим, прорубим окно в Google Play. Значит, Aurora Store это вот тот самый Google Play клиент, но исключительно целиком open source, то есть с открытым исходным кодом. Причем доступ к магазину Google является да, здесь нужно только его инициализировать, принять. Значит, выдать несколько разрешений на запись, установку, все. И анонимный способ доступа. Автоматически создаст использован один из, смотрите, да, как мы выглядим. Вот мы сидим под некого такого общего аккаунта
Любые приложения нам здесь доступны. Всё привычно, то, что можно найти в Google Play, можно теперь. Значит, базовая настройка на этом завершена. Далее, уже в сентябре мы начнем более прицельную работу по вопросам. Следующее занятие будет посвящено подмене, то есть установке еще одного фреймворка, который позволяет подменить домен закрытия идентификаторов, которым у нас часто приложения идентифицируют, собирают данные и также данные формируют, делают скриншоты и все вот это. Поэтому, чтобы осложнить им работу, мы максимально к этому готовимся. Сейчас на этом всё. Следующее, да, следующее занятие, после следующего. Следующее занятие будет посвящено просто разбору а, некоторых сценариев, сложностей, которые вам встретятся на пути. Значит, сейчас я остановлю запись и отвечу на вопросы, ну, чтобы было это, чтобы и убрать специфику из видео для тех, кто. Так, всем спасибо. И видео будет выложено на канале. Ссылка в личку, кто-то увидит на канале. Всем до связи. До встречи после 1 сентября.